Всех приветствую на канале Меловой. Сегодня новинки по меловым шарикам, по шайбам и мое вот такое вот ассорти, которое собирается и с каждым днем становится все больше и больше. Итак, меловые шарики. Здесь есть меловые шарики, которые похожи по вкусу и структуре на Тунгыш-Тарас, по шайбам то же самое, и меловые шарики, которые по вкусу похожи на Тунгыш-Тарас, но по структуре совершенно другие, потому что в них находится большое количество именно крупных кусочков ассорти. И они идут уже, соответственно, с хрустом. В общем, давайте начнем с тех, которые идут с хрустом. Вот они у меня здесь. Сейчас покажу, какие они в разрезе. Видно, не видно, не знаю, но там прям крупные кусочки попадаются. Давайте будем пробовать. Действительно, по вкусу для меня они чем-то напоминают Тунгыш-Тарас, но очень-очень сильный пыльно-меловой вкус, привкус просто божественный. Мне уже хочется попробовать шарики, которые сделаны из чистой меловой крошки пыли, потому что эти я в принципе понял, они откусываются очень легко, при этом присутствует хруст за счет того, что здесь как кусочки глины, так и кусочки мела попадаются довольно-таки крупные, поэтому присутствует хруст. Те же, я думаю, уже совершенно другие будут, но насколько здесь отчетливо пыльно-глиняно-меловое послевкусие, то есть в Таразе такого нет, а оно здесь прям очень усиленное. Чуть-чуть можно даже мелком похрустеть. Вот такая вот плиточка, треугольничек, как хотите называйте, да. Это все еще от той глыбы ватутина, из которой я делал большой кирпичик. Вот так вот они выглядят вблизи. Прикольные шарики. Вкус, структура мне в принципе понравились. Ну, по оценке из тех шариков, которые были, здесь, наверное, где-то 7,8 из 10. Потому что что-то было, что мне побольше понравилось, что-то нет, но здесь прям отчетливое такое пыльное меловое послевкусие есть, оно мне очень сильно понравилось. Давайте перейдем к следующему. Следующие наши шарики, которые состоят уже из меловой именно крошки, пыли, муки, кто как называет. По маркости, кстати, смотрите, они очень-очень маркие. Давайте посмотрим, как они будут откусываться. Я специально сделал их в разрезе, чтобы и на фото было более понятно, что внутри находится. Да и, в принципе, наверное, откусывать так удобней. Совершенно разные. Эти, конечно, намного больше смахивают на Тунгыш-Тарас, потому что структура просто нежнейшая за счет того, что сделаны из крошки и муки.
хруста нет вообще, откусывается легко, моментально уходит в кашицу. Тут вообще никаких кусочков не попадается. Это, наверное, просто вау. Различаются они кардинально. Если тем не понравились за счет того, что насыщенное глиняно-пыльное послевкусие и, в принципе, привкус довольно пыльный такой, то здесь то же самое, но оно увеличено. Вкус и структура сама очень сильно, правда, напоминает тунгус тараз. Эти мне прям понравились. Перекусим мелком. Песчанка. Здесь в песчанке тот факт, что она у меня на солнышке стояла, наверное, месяц. Именно вот эти кусочки. Тоже песчанка, только кусочек побольше очищенный. Я уже не первый раз это замечаю, но песчанка в неочищенном виде и в очищенном виде это какие-то разные сорта. Вкус кардинально меняется. Возможно, из-за того, что очищается верхний слой, весь вот этот вот слой самого привкуса, меловой пыли, здесь его такого нет. Но абсолютно разная песчанка. Особенно это заметил, когда, кто видел, я делал плитку и в принципе чистил такую глыбку прямо от песчанки. Я там пробовал, и она абсолютно другая. Вообще была по вкусу не похожа на песчанку. Скорее всего, вот это особенность песчанки, что она прям намного вкуснее в таком виде. Что ж, по вот этим шарикам. Здесь, наверное, оценка 9 из 10. Хоть я и больше люблю, где есть хруст, это предыдущие шарики. Но здесь вкус раскрывается намного больше. Структура, правда, сильно похожа на тунгус тараз. Поэтому эти мне понравились гораздо больше. У них оценка 9 из 10 пусть будет. Что ж, а у нас остались только вот такие меловые шайбы. Структура точно такая же, как в этих шариках. Это меловая крошка использована, меловая пыль, мука. То есть без кусочков. То есть это тоже без хруста абсолютно. Один в один, как эти шарики, в общем. Ну, давайте попробуем. Но полностью из одного состава делалось, даже из одного замеса, я бы так сказал. Офигеть. Представляете, вот эти два вида делались из одного замеса. Просто эти лепились вручную, а шайбы через форму делал. Но здесь, хоть они и очень сильно похожи на тунгус тараз по структуре и вкусу, но преобладает больше пыльно-глиняно-меловое послевкусие. Здесь его вообще нету, здесь чистый вкус тараза. Офигеть.
Вообще один в один. Мне просто их даже описывать не нужно. Они реально один в один вкус. Давайте только подумаем, к какому-то разу они по вкусу подходят. Если мне понравились они, мне не особо нравится коричневый тараз и зеленый, значит они по вкусу подходят либо к синему, либо к красному. Но я больше склоняюсь, что к синему, потому что он мне нравится больше. Может, я туда что-то еще добавлял? Но нет, из одного замеса делались, офигеть. Внутри полностью одинаково. Я не понимаю, в общем, как это так сработало. Ну, это просто вау. Я в шоке. Я не думал, что настолько сильно будет похоже. Шайбы просто 10 из 10. Офигительные. Ну, я в шоке. Я вот не знаю точный состав тараза, что туда входит. Я не думаю, что туда входит то, что я положил в эти шайбы, потому что там состав капец какой длинный. Там разные глины, там огромное количество сортов мела. Надо будет как-нибудь попробовать сделать из минимального количества. То есть там один, допустим, сорт крошки. Опять же, откуда у меня столько крошки может быть чистой, да? Вот, к примеру, возьмем предыдущий ролик. Это у нас кирпичик сорта Ватутин. Глыба весила около 12 килограмм, на выходе кирпичик получился 3-килограммовый, то есть куда-то же 9 килограмм идут, правильно? Там столько вот этой меловой крошки пыли получилось, причем она такая шикарная была, потому что это же не просто вот крошка крупными кусочками. Особенно когда кирпичик был почти готов, там счищаешь прям по чуть-чуть. И это реально прям вот пыль просто была. Поэтому это вообще в идеале вот что-то из такого использовать для изготовления. Что я могу сказать? Шайбы просто какие-то восхитительные получились. Вот так вот не знал бы, да, что из одного замеса это делалось. Я бы подумал, что они разные, потому что по вкусу, ну как может просто различаться чисто из-за того, что один шарик, вторая шайба. Для меня это прям секрет. Потому что я-то знаю, с чего это и как я это делал. Короче, какая-то мистика. Может, из-за того, что они потоньше, они больше пересушились, и из-за этого привкус и вкус такой появился. Опять же, вопрос, не знаю. Кажется, я понял. Шайбы делались в форме. Но, я вот еще раз повторюсь в этом моменте, для того, чтобы добиться того, чтобы они вот так подсохли идеально и так далее, в любом случае сначала их нужно продержать хотя бы немножко, но в печи, чтобы они схватились и убрать их из формы. Так вот, шайбы, наверное, минуту, может быть, буквально, находятся в печи, потом достаются и сушатся на солнышке. Скорее всего, из-за того, что они находились в печи даже вот эту минуту, вот этот вот вкус, он получился один в один тараза. Я не знаю, вот эта разница только в этом, потому что шарики от и до, то есть от начала их изготовления, да, и до полной просушки, они сушились естественным образом, просто на солнышке. Просохли они идеально, эти шарики. Другой причины я просто не вижу. Больше разницы никакой нет. Короче, эмоций дофига, потому что вот вау, просто они получились. Вот это будет сложно, но нужно будет поискать. По-моему, некоторые шайбы я полностью от и до сушил на солнышке.
Это очень долго, потому что это нужно оставить их в форме. Если в печи этот процесс занимает минуту, то на солнышке они, наверное, час должны находиться в форме для того, чтобы они схватились, ты их смог достать, чтобы они не помялись, ничего такого. Они еще и твердые достаточно. Но при этом откусываются они не то чтобы средне, ближе к легкому, но когда ты их откусил, они моментально полностью растворяются. Вау. Добавить нечего. Сейчас заказал еще другие новые формы. Если здесь форма у нас в виде шариков, шайб точнее, то следующие формы будут в виде таких квадратов. Посмотрим. Почему бы и нет. Опять же, упаковывать квадраты будет достаточно удобно. Ну и в принципе посмотрим, что из этого получится, да. Сейчас мы немножко поговорим про не то чтобы нюансы моей работы, скорее про форс-мажоры, которые случаются и случались и случаются до сих пор. А после чего немножко похрустим мелом. Тарелочка моя вот такая, тут и Ватутин, и Честер, и песчанка, и вообще чего тут только нет. По-моему, да, вот она, даже глина Актобе, если вам так больше нравится. Сори, это мел. Вспомнил, кто это за мел. Когда мне пришел из поля, запах очень сильной сырости был. И я обычно, когда такой сорт приходит, я один кусочек очищу на солнышко, пару дней проходит, проверяю, остался этот запах или нет. В данном случае он полностью исчез. Что-то я наелся. Прям очень сильно. Что хотел сказать? Просто многие пишут, допустим, когда мелок только получили, вот еще зимние поставки, когда были, что вот мел пришел, прям запах сырости большой, сильный в нем стоит. Кто-то вообще пишет, что плесени. На что обычно просто отвечаю, что достаточно этот мелок просушить. Потому что в основном этот привкус и запах, он полностью уходит. Вот как вот в этом мелке очень сильно запах сырости был. Но вот клиент, возможно, какой-то бы сказал, что именно запах плесени, но я все-таки знаю, какой он мел с плесенью, да, и насколько этот запах там раскрыт. Это же все-таки просто мел сырости, и такому мелу достаточно просто просохнуть, не более. Ни единого отголоска просто вот к этой сырости не осталось. Вот насколько пытаюсь вспомнить, наверное, за все время, сколько мне вот так клиенты пишут, что мел пришел очень там сырой, запах сильной сырости. И всегда примерно одно и то же отвечаю, что нужно хорошенько просушить. И только, по-моему, один раз было такое, что человек после просушки все равно написал, что этот запах остался. Это было давненько уже. И я не помню, что именно там за сорта были. Возможно, сам по себе сорт такой попался. Потому что бывают же сорта с описанием, в принципе, идут сырости, подвальным вот этим вот вкусом, да, земли, асфальта после дождя. Вот это вот все, оно примерно к сырости уходит. То есть, если сорт, в принципе, с таким описанием, то, конечно же, из него это, ну, вы навряд ли уберете, потому что, ну, вот он сам по себе такой.
Так, давайте немножко отвлечемся, поговорим о форс-мажорных ситуациях. Основная, которая произошла за последнее время и которая происходит очень часто, это транспортная компания. Я пользуюсь какой-то определенной, допустим, компанией, здесь даже не имеет суть какой именно, потому что примерно у них, у всех случается то, что я сейчас расскажу. Всегда примерно одинаковое количество заказов уральской глины. Ни для кого не секрет, что уральская это офигеть какой популярный продукт среди нас милоедов, да, поэтому на нее заказ всегда делается больше всего. В 10-15 раз она в больших количествах заказывается. В последнее время я смотрю, что ее стало не хватать. Думаю, дай-ка закажу в следующий раз в 2 раза больше, чем я заказывал за последний год. Заказываю я ее там каждый месяц, каждые 2 месяца. Заказ оформлен. В чем суть? Смотрю, у меня только-только поставка уральская пришла, я тут же заказываю новую поставку, заказываю в 2 раза больше. Проходит время, я смотрю, человек, поставщик отправил мой заказ в 2 раза больше уральской. Смотрю, моя уже закончилась практически. Грубо говоря, в 20-х числах, не помню уже какого месяца, это месяц-два назад было, должна была прийти новая поставка уральской глины. Наступает 23 уже число, а транспорта никаких вестей. Звоню им, говорю, так и так должна была поступить, задерживаем. Окей, в итоге, до 29 числа я им звонил каждый день, потому что уральская на тот момент у меня закончилась полностью. В общем, звоню 29-го, мне говорят, понимаете, сейчас там то ли праздники, что-то такое было, сказали, 3 числа точно уже придет. Я такой, окей. Звоню 3 числа, мне говорят, так она у вас 29-го еще пришла, только почему-то пришла половина отправления, вторая половина где-то еще в пути. Я говорю, ну я могу приехать забрать сейчас хотя бы половину? Мне говорят, да, конечно. В общем, я был немножко зол в этот момент, потому что по факту я еще 29 числа мог ее забрать хотя бы половину поставки и уже отправить часть заказов, но думаю, окей. Приезжаю я в транспортную, забираю, оплачиваю полностью всю поставку, хотя забираю только половину, потому что вторая половина еще не пришла, у них нет информации. Забрал я эту поставку. Сказать честно, поставка у меня закончилась этой уральской через 2 дня. Потому что я отправил все оформленные заказы, у меня ее осталось просто 0. Но я же знаю, что у меня еще целая половина поставки в транспортной и больше заказов с уральской не висит. Думаю, шикарно, до следующего поступления уральской хватит. Думаю, на всякий случай закажу еще раз. Заказываю сразу еще раз у поставщика половин столько же. Между этим делом звоню частенько в транспортную, узнаю, что там да как у них. В итоге 2 недели я им так названивал, мне постоянно говорили службу безопасности, информацию они передали, но им все еще не ответили. Короче, проходит месяц, мне уже говорят, все-таки приезжайте, пишите претензию. Приезжаю, написал претензию, с претензией еще месяц прошел, короче, не могут они найти мою поставку. Я уже понял, что это гиблое дело. В итоге, просто сейчас ожидаем, вот на днях, сегодня-завтра уже должна прийти поставка. Опять же, глина идет из-за границы. Там тоже сейчас проблем столько, что капец, в транспортную звонишь, потому что поставщик поставку, допустим, отправил, должны были привезти уже 23 числа, тоже предыдущего уже месяца. Звонишь в транспортную, здравствуйте, говорю, так и так, а где сейчас поставка? Мне говорят, ее даже не отправили. В итоге прошу поставщика уточнить в своей транспортной. Между тем, моя транспортная делает запрос туда. Мне перезванивают, говорят, у них какие-то там очереди громадные на границе стоят. Там по несколько дней водители ожидают свою очередь, чтобы границу пройти. Поэтому ожидаем поступления. Сейчас она только границу проходит. В общем, сейчас, сегодня-завтра уральская должна поступить. Но суть в том, что вот этих вот нюансов, форс-мажорах, их много. И всегда я старался заказывать, оформлять новую поставку. Когда мне вот только пришла, допустим, поставка, да, уральской глины, я сразу же оформляю новую, чтобы как раз под конец того, как она у меня закончится, у меня уже в наличии, точнее, у меня уже была оформлена новая поставка, она уже была в пути. Ну вот, если бы не вот эти вот форс-мажоры, когда транспортная может груз потерять, в один момент они мне вообще позвонили, мы нашли вашу поставку, договорились о дате, они мне ее привезли, я открываю мешки, а у меня там не уральская глина, а мел кусковой. Я им перезвонил, говорю, ну давайте оформлять, говорю, возврат, потому что вы мне не то привезли, как не то. Я говорю, ну у меня была глина кусковая, желтая, а вы мне привезли, говорю, мел кусковой, белый. В итоге, слава богу, забрали, потому что я распаковку делал, когда уже все мешки занес, а не там приводители. В общем, такие вот нюансы. Следующий нюанс. Почта России, это вот вообще, я не знаю, что тут сказать. У Почты России вот очень часто на одной неделе, даже бывает такое, что ты туда приедешь отправлять заказы, а у них там интернета нету. Вот это меня вообще поражает. Интернета нету, вся почта не работает. Хотя как бы город не маленький, да,
но вот как такое постоянно в Почте России происходит, когда Почта России по России это самый крупный, наверное, агрегатор отправок, посылок, получения каких-то писем и так далее, да, и вот у них очень много вот этих форс-мажоров, когда ты приходишь, у них ничего не работает. Что еще? Боксбери. Какие там бывают форс-мажоры? У Боксбери своя упаковка. Это, в принципе, один из самых дешевых доставок по России. И очень часто бывает такое, что ты к ним приходишь, у них нет упаковки. Но, опять же, это такой момент, что это уже зависит от самого Боксбери, да, что вот вовремя не поставляется эта поставка упаковочных материалов. Но, тем не менее, бывает и такое. В Боксбери, конечно, тоже бывает, что у них интернета нету, но это, извините меня, они находятся в многоэтажке. Если интернета нет у них, значит, у всего дома его нету, или свет там выключили у всего дома. Но как такое происходит у Почты России, я вот вообще не понимаю. Потому что это именно только у них, если интернета нету, ничего не работает. Не бывает такого, что во всем торговом центре, допустим, или доме отключили. В основном это именно вот у них проблема у самих. Что еще? Какие нюансы? По Авито доставки, допустим, это самый дешевый способ доставки по России, и они отправляют через Почту России, через ДЭК и так далее, то есть у них своих пунктов выдачи нет, они отправляют через, ну, вот эти названные компании. И, допустим, самый выгодный вариант доставки это Почта России через, точнее, Авито доставка через Почту России, потому что максимальный вес 20 килограмм, то есть у вас доставка по России практически в любую точку выходит в районе 100 рублей, при этом вес 20 килограмм. У некоторых, чтобы вы понимали, по России при оформлении доставки килограмм 18 выходит стоимость доставки 1008 Почты России. И представляете, вы той же самой почтой получите, но через Авито, но всего 100 рублей это стоит. Но это просто колоссальный плюс. И к чему веду? Допустим, Почта России принимает максимальный вес 20, да, килограмм. Но я клиенту разрешаю, допустим, если он хочет максимально выгодно оформить Авито доставку и хочет как бы максимальный вес забрать, да, то я не даю 20 килограмм. То есть максимум можно взять 18 килограмм заказа, 2 килограмма уходит на упаковку и перевес, потому что там на 1 грамм буквально больше будет, Почта России не примет просто ваш заказ. Так вот, в связи с этим Почта России офигевает, иногда мне даже говорят, а вы не можете начать в другом там отделении отправлять свои посылки, потому что 20-килограммовые посылки им там сложно носить. Ну, как бы, с одной стороны, их могу понять, но с другой стороны, иногда я вообще отправляю ЕМС за границу, там, максимальный вес 31,5 килограммов. То есть, ну, я понимаю, да, это там тяжело, но опять же, если Почта России, как сама Почта России, может себе позволить принять посылку 31-килограммовую, да, взять за это охренеть просто, насколько большую стоимость доставки, потому что, чтобы вы понимали, допустим, в США стоимость такой посылки выходит в районе 35 тысяч примерно, то есть, офигеть, за килограмм в районе 2000 получается. Ой, не то сказал. То есть офигеть, да, какая стоимость доставки. Люди готовы за это платить, но вот сотрудники Почты России иногда вот такое вот говорят, что мы там устали принимать ваши посылки. Но я не понимаю, почему ко мне эта претензия летит, потому что ведь, блин, делайте жалобу в Почту России, пусть они не принимают больше такие посылки. Я как бы вас понимаю, но, блин, если у меня клиент только оформил, я должен ехать куда-то дальше, куда-то в отделение, в другой конец города для того, чтобы это отправлять. Ну, тоже вот непонятный момент. В принципе, наверное, основные нюансы назвал плюс-минус. Сейчас, кстати, еще большинство клиентов из-за того, что вот у меня фотографии все в группе, да, кстати, для оформления заказов, смотрите описание ролика, это можно перейти в группу ВКонтакте, там удобнее всего, там описание всего ассортимента в наличии более 300 почти уже сортов мела, глины, глиномелов, пиленого мела, кускового и так далее. Поэтому в группе ВКонтакте удобнее всего. Также там есть номер телефона в описании ролика, WhatsApp, Инстаграма, Телеграма, в общем, все удобные мессенджеры для вас. И к чему я это рассказывал, я забыл. Ладно, видимо, там было неважно. Вспомнил. Вот у многих продавцов, как это я со слов своих клиентов вам говорю, они вот спрашивают, там у вас чищенная мел, глина и так далее, да? Потому что в чем суть? У многих продавцов на фотографиях стоит идеальный там мелок и так далее.
он приходит, допустим, иногда неочищенный где-то, где-то грязноватый. А у меня на всех фотографиях в группе стоит неочищенный мел. А продается очищенный. Поэтому у всех создается вопрос, чищенный он или не чищенный. Конечно, последние сорта, я уже думаю, ладно, и для фотографий можно сделать как бы идеальную зачистку, потому что сейчас мел, глина, все сорта чистятся идеально при формировании самого заказа. То есть чистка идеальная. Не спорю, раньше, не знаю, косяк это в этом мой или нет, но раньше в основном мел заказывался сразу чищенный от поставщика. Если где-то сильно загрязненный приходил, он, конечно, очищался. Но в основном он отправлялся такой, какой приходил. Это было, наверное, на продолжительном времени, потому что сейчас, неважно, какой заказывают от поставщика, чищенный, не чищенный, мел это или глина, то есть он в любом случае дополнительно полностью очищается. Очищается весь первый слой. Конечно, если, допустим, я вот взял глыбку, там, да, я ее почистил всяко разно, потом глыбка весила 2 килограмма, человек заказывает килограмм, глыбка раскололась, соответственно, здесь вы будете видеть следы от ножа, потому что он почищен. Внутри вы этих следов не увидите, потому что разрез не чистится. Ну, иногда, скажу честно, если у меня вот прям желание есть его почистить, и чтобы там или там загрязнение какое-то внутри сильно попалось, то, конечно, он очищается. А так, в целом, разрез не чистится. Чистится первый слой сверху. Что еще бывает? Бывают, клиенты пишут там, заказали мелок килограммовый, да? Допустим, вот это весит не 300 грамм, а килограмм, да, большая глыбка. И вот он пришел весь в идеальной очистке, но, точнее, отправляется. А когда человеку, он идет в доставке, соответственно, там посылку кидают, что с ней только не происходит, что на нее только не ставят. Глыбка раскололась, внутри там может какая-нибудь веточка попасться, палочка попасться, он может быть нечистый внутри. То есть, опять же, моментов этих дофига, и некоторые клиенты этого момента не осознают и как бы дают свое возражение. Я, конечно, со своей точки зрения объясняю, насколько могу, то, что это природный мел, и то, что может попасться внутри, это может быть абсолютно хоть что. Мне вот, кстати, интересно услышать ваше мнение по поводу этого момента в комментариях, напишите. Но, опять же, это невозможно уследить таким клиентам, которые, ну, прям не входят в понимание того, что это природный мел, он не может быть идеально очищен, там, рентген этому кусочку не делается, да. Я объясняю следующим образом, говорю, если вот вы хотите, чтобы такого вот прям никогда не происходило, я говорю, всегда при каждом заказе, во-первых, вы можете попросить, чтобы мелок был расколот. Конечно, если я буду колоть такую глыбку, вижу внутри грязь, я ее почищу. Соответственно, вам придет чистый мелок. Опять же, я не могу гарантировать, что вот в этом вот маленьком кусочке от большой глыбки, когда вы его расколите или откусите, ничего не будет, тоже не могу гарантировать. Это природный мел. Ну вот такой вот он момент. Вот песчанка, опять же, просто слава богу, что испокон веков, так скажем, как только появилась песчанка, из-за того, что она вот такая вот маленькая, ее не чистят ни поставщики, ни продавцы. Ну, если попадаются прям огромные кусочки, можно еще почистить. Опять же, очень редко кто-то так делает. Почему я рад, что это не делается? Потому что вкус у нее совершенно другой вообще в очищенном виде. Песчанка вкусная именно так, какая она продается, продавалась и будет продаваться. Это не очищенная. Короче, я сегодня наелся, капец. По сластинке, кстати, многие спрашивают, что за сорт, откуда он. Я рассказывал, как-то раз у одного поставщика, не совсем добросовестного, я заказал немаленькое количество сортов. Все сорта пришли полностью одинаковые, практически один в один. Но был плюс этого заказа. Весь мел пришел с сильной сластинкой. И вот с этого момента появился сорт сластинка. Раньше у стандартных, так скажем, поставщиков, у проверенных, да, такое иногда случалось, что приходил мел со сластинкой. Да вот сейчас, из-за того, что в принципе в ассортименте теперь сорт сластинка появился, если происходит такое, что приходит сорт со сластинкой, он уходит как раз таки вот в этот отсек, чисто для сорта сластинки. Это сорт средней жирности, хорошо откусывается, прям явно и четкая сластинка чувствуется. Вот клиенты, опять же, и люди, которые здесь смотрят, я думаю, многие заказывали его у меня и попробовали, потому что отзывов и комментариев, и в принципе заказов на постоянной основе на сластинку очень много. Хотя этот сорт не всегда есть в наличии, потому что, ну, сами понимаете, это такой сложный момент, что, допустим, допустим, в месяц приходит там мне тонна, к примеру, мела, да, и не факт, что во всей вот этой огромной поставке в тонне будет хотя бы один сорт мела, который будет сластить.
Поэтому, если он приходит, он уходит в отдельный отсек, и, соответственно, в какой-то такой момент нюанс. В общем, ребят, пишите свое мнение в комментариях. На какие бы вы хотели порассуждать темы в следующем ролике, на какие бы вы хотели услышать ответы на свои вопросы. Поговорим, так скажем, с вами как есть. Ну а с вами был канал Меловой. Я не прощаюсь, уже скоро увидимся на следующем ролике. Знаете, что в нем будет? Была, короче, глыбка 12 килограмм, потом стал кирпичик 3 килограмма. Сейчас из этого кирпичика, точнее из его остатков, так как я его покушал, я сделал плитку. Плитка шикарная получилась, идеальная. Вот такая вот где-то. Кушать ее будет удобно, откусывать удобно. Она сейчас еще на солнышке досушится. Сверху я ее прям жестким таким слоем именно пыли вот этой вот уже прям муки, можно так даже назвать, посыпал. Первый откус он будет настолько смачный, там прям крошка разлетится. В общем, я думаю, там еще из-за того, что он просушится намного сильнее, будет просто вау. Короче, по максимуму я использовал эту 12-килограммовую глыбку мела. Посмотрим, может быть в следующем ролике, кстати говоря, сейчас. Вот здесь вот треугольничек-то был. Треугольничек тоже от того же сорта латутер. В общем, по максимуму был использован этот кусок. Всем спасибо за просмотр.